фестивале, где мы играем вместе с Сашей, не одновременно только. Собственно, чем мы так рано на ногах? Сегодня играем на фестивале «Наш день» под Минском. Там собрали все самые известные белорусские рок-группы. Вольские, Дитюки, Крама, кто там еще, Дай Дорогу, БН. Мы с Акута будем играть. Ну и, в общем, куча других групп еще там будет. Так что, мне кажется, вся вот эта вот белорусско-моуная суполка, да и просто люди, которые любят белорусскую музыку, все должны там быть, все собраться, тусоваться. Причем вчера была жара, просто плюс 30, а сегодня вдруг 15. Ночью шел дождь, и, ну, наверное, это хорошо, потому что в жару вообще голова не соображает. Кроме этого, сегодня же мы играем возле Минск-арены на каком-то празднике мороженого. Надеюсь, там нас там угостят мороженое, кстати. Было бы классно. В общем, выходные обещают быть очень насыщенными. И завтра еще в Дримленде мы играем на эко-фестивале Пастернак. Прям гордость для меня играть на таких мероприятиях, на самом деле. Твои темные стежки становятся огнями. Бежи, на самый день ветер тихо шепчет, что? Короче, вот тот человек, который сделал это возможно. Ну, один из нас шматликих. Ну что, все получилось? Ну, я думаю, что да. Але я думаю, что коли это будет наш день 2025, то тут будет 1050 людей, и все будет забито. Ну, классное начало, да? Потому я думаю, что початок так, ладно. Дякую всем, кто пришел. Да, дальше больше. Все. Лето, жара. Никогда не знаешь, думаешь, 1 июля, класс, концерт отыграем, супер. Хороший парк, все как надо. А тут на тебе, плюс 11 и дождь. Надо в любой ситуации, да, уметь так вот прям брать себя в руки и играть как в последний раз. Ну, сегодня я сыграю не как последний, я сыграю как в предпоследний раз, наверное. Вот вчера играла как в последний, кстати. Так что, в общем, надо стараться, но получается не всегда, на самом деле, потому что условия бывают
такие, что, блин, ну выжимаешься, выжимаешь вот эту всю радость, и ничего не получится. Но обычно все классно, так что я думаю, сегодня будет точно так же. Придет 20 человек, А может больше. а может и меньше. 30, неважно. И прямо они вот это впитают в себя все. Мы дадим всю энергию вот этим многочисленным людям. Первый в моей жизни, да, случай, когда вместо нарезки с колбасой говорят: ребята, мы вам веганские бургеры, можно? Нужно, наконец-то это свершилось. Жара, дождь, почти снег. У нас годовщина свадьбы, 2 года. О, Раз, кстати, два, Вика, два. да. Да, Поздравляю вас. да, спасибо. Поздравляю. И один друг до Стендап этого 3 по-белорусски месяца вообще «Дождь». не пил. Вообще. Он постоянно говорил: бухло это говно. Я не пью. Я не пью, бухло это говно. Уже в автобусе он сказал, типа, ладно, я не пью в Беларуси. Ладно, я не пью в Беларуси. Когда батарея не спасает, да, на помощь приходят свечки. Самое лучшее в гримерке что? Туалет. Пошли сходим в туалет. Всё, покажу. Блин. Реально страшно. Класс. Подфанивал. Это что? Это суп. Прекратил, как бы он, походу, уже все. Рабочий фон. Очень вкусно. Грибной. Сегодня мы играем на радио. И, наверное, один из немногих случаев, когда в Минске я стою в пробках. У нас, конечно, все классно в этом плане. И, ну, не знаю, либо я езжу в нормальное время, очень редко выпадаю в какие-то такие неурядицы. Барабаны повсюду, от и до. Даже стул с собой, все стойки с собой. Нам пришлось взять все вообще. Белорусская державная телерадиокомпания. Короче, сейчас 5 раз туда-сюда назад сходить, и, может быть, все занесем. Вертаемся на небо, деля собранцила хлебу. Ты застанешься со мною, куля спынена спиною. 7:30 утра, и мы едем на телек, на канал Беларусь-1, где будет прямой эфир по поводу завтрашнего фестиваля Фест. Очень крутой фестиваль, масштабный, кучу звезд приглашенных, в том числе и мы. Едем на саундчек по парку, по дороге для великов, наверное, для людей. Для пешеходов. Концерт завтра, а саундчек сегодня. Ну, почему бы и нет? А деньги вчера. А деньги вчера. Саундчек. В общем, стандартный набор инструментов, которые беру с собой на любой концерт, это, конечно же, сольник, тарелки,
педаль. Плюс к этому еще добавляется сэмплер, стойка для сэмплера, пэд отдельный, шнуры для всего этого. И я стараюсь еще брать вот стойки для сольника, потому что очень часто стойка бывает неудобная, слишком высокая. У меня сольник глубокий, 6,5, поэтому очень крутая стойка. Она опускается до низкого уровня и, в общем, даже если у вас сольник 6,5 или там 8 дюймов, вот так вот будет. Ну и плюс дежурные 2 стойки беру для тарелок, потому что, во-первых, можно заранее расставить их, когда, если играет группа до нас, чтобы потом было быстрее. Ну и во-вторых, в этих стойках я уверена. Что самое главное на фестивале? Это чтобы было много мест, чтобы посидеть. И чтобы было много мест, чтобы посидеть. Все готово. Твои волосы пахнут сеном опальный, ты никогда не носила костюмов купальных. Ты дочь Растамана, твоим дедом был джад. Ты не торопишься жить, ты живешь не спеша, да? Спасибо всем нашим участникам, вам мы дарим по небольшому подарку. Очень много людей. Вы есть победитель. Еще непонятно, что происходит. Фестивальная одежда. Да, еще армия типа чуваков каких-то, мне кажется, хотят захватить музыкантов, плен, использовать их в своих будущих фестивалях. Что просто так, сенсу взяло, нам не знести. Дыхай, выбей, чуешь, дыхай, выбей, вердай, что просто так, сенсу взяло, нам не знести. Дыхай, житё. Что пьете? О, ватер. Давайте вместе вот так. Еще! Еще! Оливария. А образ вошел классно. Миша, давай по-новому. Короче, коктейль дурак, ребята. Берется 20-летний коньячок и заливается колой. С нами сегодня Тони Фэт. Тони Фэт с уткой. И его оса. Моя оса ручная. Сидеть. Ну что, Стас, как тебе сегодня игралось? Как тебе игралось сегодня? Как всегда, с болью в душе и со слезами. Я заметил. Говорят, в последнее время пошла мода на белые кроссовки. Походу нет. Вообще. Они гонят. Сейчас будет групповой фото. Смотри, самое главное, если... И в определенный момент мы держимся. Очень много людей. Максимально много людей. Вы поете. Аня приехала.
почте. Вот такая вот крутая посылочка мне пришла. Сейчас все покажу. Очень-очень долгожданная, кстати. Потому что первый раз она не дошла, второй раз она вот доходила месяц, наверное, даже больше. Есть очень крутая фирма, которая делает одежду из Португалии. Называется Fernandes Clothing. Возможно, вы меня уже видели много раз в майке без рукавов с ромбиками, с логотипом, собственно, этой фирмы. Короче, ребята мне прислали майку, сейчас они мне прислали кепку. Сейчас я покажу ее. Все вещи очень крутого качества, очень крутого дизайна. Вот она. Класс, даже без этого, без застежек. Супер. Вот это отличный подгон. Заходите на сайт, в описании будет ссылка. Смотрите, заказывайте, реально очень крутые вещи, советую. Вот прям майку стирала уже, наверное, раз 50, а она как новая. Без швов, все идеально, отличного качества, крутых дизайнов, так что спасибо. Завтра буду снимать новые каверы. Вот решили все заранее расставить, чтобы сил не тратить. Вот она красота. К сожалению, на концерты эти барабаны не всегда получается возить, поэтому, несмотря на то, что им уже не один год, они выглядят просто как новые. Хотя, собственно, они почти есть новые, потому что я играю на них не так часто. Вот, собственно, 10 на 10, 14 на 14, бочка. Сольник, который я покупала вместе с этой ударкой, 6,5 на 14. И максимально тарелок, чтобы уже под каждый трек можно было что-то придумать. Хэт 14-дюймовый, сплэшка. Раньше у меня были сплэшки десятки, но когда я купила 12, я поняла, что она намного лучше звучит, потому что у нее сустейн подлиннее и, короче, подобие маленького крэшка такого. Если десяточка, она просто и пропадает, то это очень круто звучит. Вот, по классике сегодня крэш 18, крэш 19. У меня есть пару тонких крэшей, но, к сожалению, они, по-моему, встречные. Вот, Ride Power. Где-то тут родной, вот. Вот эта штучка, которую я очень редко использую на концертах, но люблю на записях. Сколько тут? 16 дюймов. 16 дюймов. По сравнению с чайной, она, конечно, звучит очень тихо, но иногда для эффектов очень хорошо идет. Вот, ну и чайная. Вот, так что сейчас мы все это отчекаем, отзвучим. И завтра будем все это снимать. Ну и как же без ковра? Ковер — это главное условие. Вот. Ну и, кстати, если что, кардан. Все по классике. Pearl Eliminator. Да. Все. А мы в центре Минска. Тут что-то пилят, сверлят, режут, косят. Короче, сегодня снимаем новые каверы. Я сейчас иду за фотиком, потому что каждый раз я беру его в аренду на день. Поэтому есть смысл снимать как можно больше каверов за раз. Обычно это 4 штуки. Когда я только начинала снимать свои каверы, мы, в общем, шли по тяжелому пути. Мы сначала записывали в студии весь звук, а потом шли на какое-нибудь место красивое, тоже может быть студия, репетиционная точка, и записывали картинку. А для этого, получается, нужно было до удара просто выучивать все свои партии. Это был ад, если честно, потому что когда шли съемки, ты думал о том, как вообще сыграть 100% все то же самое. Сейчас мы все упростили, конечно, одновременно мы снимаем и пишем, поэтому можно в процессе даже что-то там импровизировать. И те люди, которые говорят, мол, она все это не играет, на самом деле это все просто картинка. Ребята, если вы слышите какие-то лишние звуки, то, скорее всего, это звук от оригинального трека, потому что иногда я чуть-чуть отхожу от оригинальных партий, играю что-то свое. Поэтому вы можете услышать звук райда, когда я играю крэш. Послушайте оригинальный трек, и вы поймете, что там вот тот самый звук райда. Все, что играю я, это играю наверх. Также очень часто спрашивают, где ты берешь минусы. Я их нигде не беру, потому что их просто не существует в природе, кроме, наверное, пару песен. Поэтому это все играется под плюс, просто потом это большая работа в сведении, чтобы где-то иногда что-то подровнять. Ну что, все готово, уже все, чекали, сейчас начнем снимать.
записали 3 трека из 4, и мне наступает уже край просто. Очень жарко здесь. Вот. Скоро будет тяжелый металл. Хотя на каждый трек уходит где-то по 2, ну максимум 3 дубля. Все равно все уже. Запас пота мой на сегодня исчерпан, наверное. Сейчас еще последний рывок, и все, можно будет отдыхать. Сегодня я, наверное, куплю себе шампанского в честь такого классного события. Потому что очень давно готовила. Есть пару сложных треков. Ну, вроде пока более-менее все получается.